Всем привет, вы на канале в хоккее. Сейчас мы посмотрим обзор первого матча Суперсерии 72 между СССР и Канадой. Это было уникальное событие в мире спорта, и не только, ведь встречались две лучшие команды в мире на тот момент. Сборная Канады была не любительская, а из лучших игроков НХЛ. Сколько разных историй мы знаем, связанных с этой серией, вплоть до того, что канадский журналист был готов съесть свою статью в газете, если канадцы не выиграют все 8 игр. Наши игроки были потрясены церемонией открытия перед матчем. Она длилась минут 40. Символическое вбрасывание произвел тогдашний премьер Канады Пьер Трюдо. Советских хоккеистов встречали зрители прохладно, в отличие от своих игроков. Оно и понятно, наших тогда никто не знал. Гимн Советского Союза исполнил живой органист, что было тогда редкостью. Канадцы всерьез не воспринимали наших игроков. Еще бы, ведь в составе Канады были Драйден, Фил и Тони Эспозито, Фрэнк и Питер Маховличи, Хендерсон, Курнае, Кларк. Не досчиталась сборная Канады Бобби Ора из-за травмы и Бобби Халла, который играл в клубе ВХА Виннипег Джетс. Сборную СССР уже не тренировали Тарасов и Чернышов. Тренеры той команды были Бобров и Кулагин. По слухам, из-за этого в сборной и не было Анатолия Фирсова. Зато играли Третьяк, Харламов, Петров, Михайлов, Якушев, Рагулин. Первый матч суперсерии проходил на переполненном Монреальском форуме. Подписывайся, если помнишь, что хоккейное событие века. Канадцы под рев трибун с первых же секунд в своем стиле полетели вперед и за счет силового давления навалились на наши ворота, где с первым броском с упора Фрэнка Маховлича справился Третьяк, а затем с лета добил ворота Фил Эспозито. 1-0. You can't leave Frank Mahovlich standing on the goal crease. Эспозито отличился на 30-й секунде. Аховое начало для наших. На повторе видно, что Кузькин не попал по шайбе, которая шла к нему, а Третьяк совершил чудо спасения. Но затем канадцы разобрались. Отмечу, Эспозито забил с лета. Тут же канадцы удалились, и наши в большинстве создали первый момент. Возможно, Зимин и перемудрил здесь, но надо отметить Драйдена, он отлично сыграл клюшкой. Михайлов рвется к воротам, бросает, но Драйден на чеку. Это главный тренер сборной Канады Гарри Синден, который в 70-м году вместе с Филом Эспозито привел Бостон к Кубку Стэнли спустя 29 лет. Но в тот же год он перестал тренировать профессиональные команды навсегда, хотя тут и возглавил сборную Канады на суперсерии. Ничего не предвещало беды, но после выигранного вбрасывания в касание Хендерсон забивает 2-0. Это 7-я минута. Кларк быстро сориентировался и отдал под бросок Хендерсону. Как рассказывали хоккеисты, тогда заиграл траурный марш. Отличный момент был у нашей сборной. Якушев выскочил с удаленных, но Викулов не попадает в ворота. Мальцев неожиданно падает, и Фрэнк Маховлич выводит Эспозито на убойную позицию. Третьяк тут оставил нас в игре. Кузькин бросает, шайба отлетает к Петрову. Как он не забил, неясно. Затяжная атака советских хоккеистов. Канадцы отбиваются. Паладьев отдает Якушеву, а тот передает Зимину и 2-1. Есть первая шайба наших суперсерий. Она на счету спартаковца Зимина. Можно играть против лучших канадцев. Ничего страшного в них нет. Все справедливо. Наши были не хуже в эти минуты. Харламов раскатывается. Пытается пройти финтом клюшка, конек клюшка. С первого раза не прошло.
За 2,5 минуты до конца периода удалили Рагулина. В меньшинстве убегают Харламов и Петров на одного защитника, и Петров делает 2-2. Mihailov right in the clear. Oh, right in. They score! Petrov getting the rebound. And it's all tied up. Первый бросок Харламова Драйден отразил, но накатившийся Петров боком с неудобной руки добивает. Поражаешься, как наши спокойно воспринимают заброшенные шайбы. Зачем сдерживать эмоции в себе? Puts a backhand over Dryden's pad. Копия момента Эспозито с упора в большинстве, и вновь Третьяк сильнее. Another drive for Canada, right in front of Esposito. He had a direct drive on Tretiak, who handled himself extremely well. Рагулин выскакивает с удаленных, получает пас от Мальцева, но Драйден сожрал его. Over the line, passing right in front to Raglan, who got on the ice just in time Первый период закончился со счетом 2-2. to end the first period with a 2-all tie. В начале второго периода Валерий Харламов нарисовал тот самый знаменитый шедевр, за который его запомнили в Канаде все. 3-2. Kharlamov goes down over the line, cutting in around Ori, a shot, he scores! Kharlamov went right around the Canadian defense, Ori, and picked the corner to give the Soviet a 3-2 lead. Мальцев, классно уйдя от двух канадцев, отдал Харламову. Валерий, пройдя все поле, пошел на двух защитников, отправил в буфет защитника Оури и переиграл Драйдена. Великолепный гол. Настроение у наших болельщиков прекрасное. Kharlamov has looked the best in the 3 days of practice we have seen in Montreal. Гигант Пит Маховлич бросает от борта, Третьяк надежен, и Редмонд просто втыкается и заталкивает Третьяка в ворота. Началось. But Tretiak grabs it. They're right on top of him with Gusev standing by, and Redmond was almost in the net. It's a good example there. You'll see Mahovlitz gets the shot, but look at how the two Russian or Soviet defensemen come and take the man looking for the rebound. Look at Redmond. Bingo. He is taking. Теперь Фрэнк Маховлич пытается пробить насквозь Третьяка, но нет. Esposito. Here's a shot, and Tretiak covered the angle beautifully and had that one stick in his pads. Смотрите внимательно. Мальцев уходит от Кларка, тот его переворачивает, и уже лежачему Мальцеву Кларк бьет клюшкой по голове. Play is knocked down by Clark and then hit with his stick over his accidentally on the play. The goalkeeper skates off. There's going to be a penalty here. Хорошо у наших были шлемы. Какая же мерзость Кларк. За такое его выгонять надо до конца серии моментально. Я понимаю, что хоккей не шахматы, но это уже и не хоккей. Comes down and hits Maltsev on the back. What we'll see coming up here, Foster, puck control. Жильбер бесхитростно опять хочет прошить Третьяка. Это семечки. Канадцы в таких моментах не пасуются, прямолинейные. Going in with Rattel, a drive, and Tretiak cut the corner there, and he went down there to cover. Харламов красавец, у борта приложил канадца, а второй пролетел мимо. Браво! Kharlamov, who bumped the Canadian player and got the point flat. Тут же Харламов рисует свой очередной шедевр, пройдя после вбрасывания в одиночку, загрузил Драйдену 4-2. Kharlamov, a very tricky player, he scores! Kharlamov let a bullet drive go, and it beat Dryden to the top left-hand corner. It had Dryden beaten all the way, and it's 4-2 for the Soviet. Казалось бы, и угол острый для левого хвата, но это Харламов. В Союзе, смотря игру в записи, все ликовали. Dryden back in the net. I honestly think Dryden wasn't set on that shot. I don't think he ever expected him to shoot that puck at that time. Блинов после паса Петрова мог похоронить Канаду, но не попал. Front, Bergman failed to clear it right in front of the net. And that was a close call with Blinoff being there and planting on it. Наши на кураже разрывают звезд. Тройка Блинов, Петров, Михайлов разыгрывает как на тренировке, но бросок Михайлова выловил Драйден. There's a shot on Dryden as Petrov. А это знаменитая поза Драйдена. Он очень часто ее занимал в паузах матча. Традиционно. И таким же он даже запечатлен у одного скульптора в Монреале на памятнике.
Наши просто возят Канаду. Атака за атакой. Палладе взмахом всей пролетарской ненависти атакует. Драйден спасает. Polediev gets his shot right on, and Dryden didn't seem to know where that was going. Эспозито продавливает Гусева. Третьяк выручает. Видно, скорости уже не те у канадцев. Esposito cutting it on goal. Tetriak stopped it, and Park just missed on the rebound. Благодаря гениальному дублю Харламова наши ведут после второго периода 4-2. Score, the Soviets 4 and Canada 2. В начале третьего периода Гусев за воротами делает привоз. И вновь Эспозито, но Третьяк говорит «не сейчас». Gusev going back to that, a loose puck, Canada recovery. Esposito had it, he gets shot in front of the net. Another lob went wide. Харламов на кураже пошел в проход на хет-трик, но Парк здесь закрыл калитку. The game so far going down that left side was stopped by Park. Скорее всего, это лучший матч Харламова в жизни. Вновь он на финте, теперь уже обыгрывает Парка. Просто порхает. Был бы шедевр, если б не Драйден. Coming right in front of the goal, takes a shot at Dryden. Grabbed it and they just don't stop him. There's Harmelov, who seems to be here, there and everywhere. Очередной момент у Эспозито, но Третьяк его сожрал в ближнем бою. Recovered momentarily. Polediev took a jolt. The puck rolls around Esposito. На каком же кураже Харламов? Обыгрывает одного, второго, но его все же остановили. Keep it in there. Harlamov just keeping a string on that puck. И вроде полное преимущество у наших, но опять Курнае выводит Фрэнка на рандеву с Третьяком. Его он тоже сожрал. Несите нового. Bernoye coming in with a pass to Mahovlich right in. And he failed to lift the puck over Tetriak. Another shot on Tetriak. Но после вбрасывания Элис отличным пасом на пятачке находит Кларка и 4-3. Out to Ellis. He tried to score! Clark deflected that one into the net. Clark from Henderson and Ellis. Как остался один на пятачке Кларк, неясно, но канадцы сделали все красиво. Кларк в касание подставил клюшку. Не может Третьяк все тащить. Теперь может быть опасно. А каков Элис? Какой пас? В той серии в середине третьего периода также менялись воротами. This is game one from Montreal. А здесь Хендерсон мог оформить дубль и сравнять счет, но промахнулся и еще и наехал на Третьяка. Canada coming right on goal. Oh, that was close. As Henderson had a drive from close in. Лученко привез себе момент, Маховлич бросает, Третьяк легко ловит. To Mikhailov. Lechenko stopped. Oh, Mahovlich. Редмонд влетает в Третьяка, за что и получает от Владислава заслуженный удар в спину. И посмотрите, какой жест показывает Лапойнт. Канадцы проигрывать не умеют, они почувствовали жареное. Started something, but Peter Mahovlich had a great chance there from about 20 feet out. И тут же Борис Михайлов в сольном проходе с неудобной низом переигрывает Драйдена. 5-3. For the Soviet. Passes to Mikhailov, coming in on goal. Oh, he scores! Mikhailov went right in to score and give the Soviet a 5-3 lead. This goal is an example of not having coordinated team play. No one was sure who to take Mikhailov. Важнейшая шайба. Борис Петрович остудил пыл канадцев, которые перли по-настоящему. Драйден сыграл не лучшим образом. Ключевой гол. Dryden didn't have much of a chance on that goal. There's one thing about the Soviets, they really can put that puck into the net when they get a chance. И канадцы спеклись. Якушев прогулялся по парку, отдал Зимину, и со второй попытки Зимин делает 6-3. Got up over the line, here they're closing in. Seaman gets right in, he scores! Seaman went rushing right in to score for the Soviet. Между двумя голами не прошло и минуты, а Зимин отправил в буфет Бергмана и оформил дубль, как и Харламов. Канадцы на скамейке просто в шоке. Как это так? Какие-то любители коми нас, лучших в мире, обыгрывают. That first anticipated shot, when he missed cute, he was very lucky that it kicked back up to his foot and he got by Dryden with his stick and threw it in the far side. Рагулин и Цыганков в меньшинстве теперь привозят, но Фрэнк каким-то чудом не забил. Третьяк браво. Patel is out there at center, got the draw, centered in front of the net, a shot. Mahovlich
thought it was in the net. Шадрин подбирает шайбу у борта, отдает Якушеву, и тот с неудобной делает 7-3. With Henderson losing it to Shadron, a roller right in front, they score! Yakushev cutting right in front to make it 7-3. Yakushev. This is absolutely a beautiful goal. Посмотрите, как Шадрин собрал 3 канадцев, отдал между двоих Якушеву, а затем еще и получил локтем в голову от канадца. Якушев выдержал паузу, положил Драйдена и с неудобной положил ее туда. Силинг даже рукой не смог поймать шайбу. Несколько моментов можно было делать и 8-3 в концовке. Rolled the puck into the Canadian zone. LaPointe lost it. Yakushev gets another try. And Dryden to stop the first. It's still there. Канадцы начали хамить. Эспозито подъезжает и бьет локтем Петрова. LaPointe mixing it up with Lechenko and Mikhailov. Разгромная победа советских хоккеистов на канадской земле дала повод задуматься профессионалам, что против них приехали играть не пассажиры. Канадцы не настолько слабы, а именно в конкретном матче были не готовы морально и психологически, потому что до игры уже закидали наших шапками. Это покажут дальнейшие матчи серии. А как вы считаете, без хамства и наглости смогли бы профессионалы побороться с СССР? Где состоялась вторая игра серии? Пишите в комментарии и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить обзор следующего матча. До свидания.